Встречаем весну с такими красивыми головными уборами. Привет! Сегодня будем вязать вот такую повязку. Скоро весна, поэтому это очень актуально. Я вязала такую повязку ребенку, значит, на 10-12 лет подойдет. Будем вязать полупатентной резинкой. Если вы хотите вязать шире, вы набираете больше петель. У меня здесь 28 петель. Выходит 14,5 сантиметров ширина. В нерастянутом состоянии. Здесь петли свободные. И длина 19 сантиметров. 19 сантиметров в нерастянутом. Очень хорошо тянется. Видите, какая резинка. И вот такое будет перекрещение. Покажу вам все от начала до конца. Поэтому, кто хочет, вяжите вместе со мной. Берем нитки. Если у вас остались нитки с какого-то другого свитера или что вы там вязали, вы можете смело брать оставшиеся нитки, так как здесь немножко их нужно. Набираем 28 петель. Можете набрать 30, будет шире. Можете набрать 36, 34. Это уже по вашему желанию. Набираем петли любым удобным для вас способом. И считаем. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27 и 28. Вот я набрала 28 петель. Смотрите, если вы хотите, чтобы у вас плотно было, значит спицы берете тоньше. Если вы хотите, чтобы были вот такие воздушные, значит спицы берете побольше, где-то 4, 4,5. И начинаем вязать. Я вам покажу несколько рядов, как я буду вязать, а далее уже покажу, как это изделие сшивать. Так, набрали вы. Далее первый ряд. Снимаем первую кромочную и просто вяжем резинку 1 на 1. Лицевая, изнаночная. Это подойдет вязание как раз для начинающих. Много девочек мне написали, что учатся только. Ну, вот эта вот повязка, я думаю, вам будет очень легко ее вязать и будет вам интересно, так как изделие не очень большое. И когда ты начинаешь только вязать, желательно начинать с чего-то небольшого, так как может вас большая вязка, большое изделие утомить. Или что-то будет не получаться, вы можете бросить. А вот такие изделия небольшие как раз вам и руку набьют, и будет вам интересно. Вы можете комбинировать разные нитки, пробовать разные техники, как вам больше нравится. Я выбрала как раз такую резинку, чтобы вам и скучно не было вязать 1 на 1 резинку, а чтобы было как-то более интереснее. Последняя кромочная, изнаночная. Все, провязали мы первый ряд. Вяжем второй ряд. Значит, первый ряд у нас был 1 на 1, обычная резинка. Второй ряд. Первую снимаем. Здесь идет, видите, лицевая.
Лицевую петлю мы вяжем не как обычно, да, а вот спускаемся на петлю ниже. Вяжем вот в эту дырочку, во вторую. Провязываем лицевую. Изнаночную провязываем как обычно. Спускаемся на одну петлю ниже. И снова изнаночная. Лицевая петля. Я вам поближе покажу. Спускаемся на одну петлю ниже. Изнаночная. И так вяжем до конца ряда. И кромочная, изнаночная. Далее вяжем следующий, третий ряд. Первую петлю снимаем, лицевую вяжем, также спускаемся на один ряд ниже. Вот, смотрите, не в первую, а вот сюда во вторую, вот в эту во вторую. И снова так вяжем до конца ряда. Вот это наш узор. Такой раппорт повторяем постоянно. То есть самый первый ряд у нас только лицевая и изнаночная, а далее мы вот эту лицевую спускаем на одну петлю ниже и провязываем так изделие. Так мы вяжем на нужную нам длину. Длину вы меряете по своей голове, или если вы вяжете ребенку, меряете на него. Сейчас я вам скажу приблизительно, сколько у меня. Вот такой узор выходит. Видите, такая резиночка, она объемная. И вяжем так в длину. Сейчас я вам померяю, сколько у меня. Ну, получается 20, и это задняя часть, и 20 передняя. Получается 40 сантиметров. Приблизительно 40 сантиметров у меня связано. Вы вяжете в длину, сколько вам нужно. Может быть, ребенок у вас меньше, вы вяжете меньше. Если необходимо больше, вы вяжете, соответственно, больше. И далее я вам покажу, как уже готовое изделие будем сшивать, чтобы вышло вот такой у нас красивый узелочек спереди. Провязала я на нужную длину. Сейчас буду закрывать петли, покажу вам. Очень эластичный такой край выходит. Первую петлю снимаю. Перед лицевой петлей делаю накид. Провязываю. И продеваю. Раз. И еще раз. Перед изнаночной делаю накид от себя. Провязываю изнаночную. И также перебрасываю. Получается, на правой спице у нас всегда остается одна петля. И продолжаю так закрывать петли. Лицевая петля, значит, накид на себя. Изнаночная петля от себя.
лицевая на себя. Изнаночная от себя. И так закрываю петли до конца ряда. И такой эластичный край не стягивает ниточка. Такой очень хороший способ закрытия резинки. И выворачиваем изделие.
И вот что у нас вышло. Вот такой головной убор на весну. Таких можно навязать за день очень много. Так что, девочки, пробуйте. Кто не вязал такой полупатентной резинкой, попробуйте. Спасибо всем за просмотр, за то, что пишете комментарии.